Окей, как говорят у нас в Канаде, let's go. Поговорим о следующей партии, консервативной партии, так как на сегодняшний день они занимают второе место в Канаде. Ну, что такое консервативная партия? Оригинально, изначально, скажем, создавалась как слышится, так и пишется, как говорится, консервативная. Они с более консервативными идеями. В принципе, они очень сильно поддерживали, были поддерживаемы христианством, потому что очень сильно соблюдали, кроме именно самой веры, очень сильно соблюдали мировоззрение в плане нет абортам, в плане не поддерживали определенные меньшинства, не расизм, а именно другие меньшинства. Будем политически корректными, не будем сейчас начинать эту тему. Вот, это так, как они создавались, так, как они шли, была большая поддержка, потом потихоньку, опять же, мир изменялся, и надо было адаптироваться, и эта партия тоже адаптировалась. На сегодняшний день в этой партии, их еще называют правыми, как вы сами понимаете, в этой партии есть небольшое разделение, есть часть партии, которая до сих пор следует, следует заветам отцов и соблюдает все вот эти вот традиции и очень негативно относится к абортам, очень негативно относится к меньшинствам. Есть часть, которая стала намного ближе к центру, назовем так. Они более спокойно относятся ко всем этим вещам, они не выступают открыто. Не знаю, что они делают закрыто, но открыто они не выступают ни против абортов, ни против меньшинств, ни против чего. Они до сих пор придерживаются правым видом. Это, это как бы видно во всем, в плане том, как они относятся к экономике. У них капиталистический взгляд на вещи в плане экономики. Партия была у власти 8 лет при Стивене Харпере. Кстати, должен заметить, вот был Стивен Харпер. Да, я скажу честно, что я по своим взглядам иду более к центровой части консервативной партии. Я с ними никак не связан, это чисто лично мое мнение, то, как я смотрю на жизнь. Но вот был Стивен Харпер, и должен заметить, что вот я когда смотрел на него, еще до того, как вообще приехал в Канаду, я приехал в Канаду, и он был только год премьер-министром, и потом поменялись. Вот, и я, когда на него смотрел, даже до Канады, я видел человека, на котором написано на лице, и то, что он умный, и он был очень представительный, и он разговаривал очень красиво, спокойно, не спеша, с остановочками, с перестановочками и так далее. И чувствовалось, что человек, знает, что говорит вообще, и вообще очень серьезный человек, с мозгами, и все нормально, У него хорошая была политическая карьера, он, по-моему, экономист вообще по профессии, и все было классно, у него был хорошо отбалансированный бюджет, не было слишком большой инфляции и так далее. Его сняли, поменяли на либеральное правительство. Почему? Потому что, в принципе, у него был, опять же, капиталистическое мировоззрение и меньше социалистического. Он не был готов слишком сильно давать деньги тем, кто не очень хотел работать или не, люди, которые любят посидеть на пособии и так далее. Вот. Это, опять же, капиталистическое мировоззрение консервативной партии. Он это представлял, и он это делал. Короче, люди решили, что они хотят жить лучше, и послушали все обещания, что им давала другая партия, и сказали: окей, знаете что, 8 лет правительства, давайте поменяем, может, что-то изменится к лучшему. Что тоже, в принципе, неплохое мышление, когда что-то идет одинаково, и нет никакого какого-то вот изменений, развития, прогресса, что ли, то хочется попробовать что-то новенькое. Может быть лучше. Мы поймем, стало лучше или нет, очень скоро, когда будем говорить про либеральную партию, про то, что происходит сейчас в Канаде, и про то, чего они добились и так далее. В общем, потом Стивена Харпера поменялось правительство, Стивен решил уйти. Он очень быстро нашел работу, он
действительно очень харизматичный парень. Он говорит прямо все, что думает, и думает очень красиво. Вот. Заменил его некий Эндрю Шир. Андрей типа Шир. Для нашего, ну, нам легче говорить Андрей, чем Эндрю. Вот. Заменил его Андрей Шир. Ну, как бы было видно сразу, что парень послабее. Нету такого политического серьезного опыта. И вообще как-то смотрел на него и, ну, знаете, как ни рыба, ни мясо, как бы, в принципе, неплохой парень, но ничего хорошего. Плюс были пару вещей, там, что он там прогнал, там, за счет налогоплательщиков, там, на самолетике летал и так далее. Короче, ну, не очень. Пошел он на выборы с Трудо и проиграл. Ну, он проиграл, почувствовал себя ответственным, свалил. Вместо него избрали такого хорошего парня, летчика боевого. Зовут его Эрин Отул. Казалось, что он, может быть, боевой летчик хороший был, но как политик он просто, ну, никуда. Чувак вообще не знал, кого поддержать, кого не поддержать. Он мог сегодня кого-то поддержать, завтра кого-то не поддержать. Пошел он на выборы в 2021 году и проиграл. Сейчас на данный момент нет лидера. Есть вот неплохой парень, который пытается выйти в лидеры. Зовут Пьер Паэльвлер. Говорит четко. Очень показался красиво, когда допрашивал премьер-министра, нынешнего премьер-министра, по поводу скандала с компанией B. О этических проблемах нашего премьер-министра я тоже скажу отдельно. Не знаю, ли хватит времени сказать это про, когда буду говорить про либеральную партию, но скажем. И он правильно себя ведет экономически. Он, в принципе, на данный момент был экономический критик со стороны оппозиции нынешнего правительства. И вот он сейчас как бы пытается выйти в лидеры этой партии. Я думаю, что по сравнению с Эрин Отулом и Эндрю Широм, конечно, он кажется чуть поумнее, посерьезнее, говорит более резко, отстаивает свою точку зрения. И как бы, в принципе, то, что хотелось бы ожидать от лидера консервативной партии. Станет он им, не станет он им, я не знаю. Там слишком много внутренней политики, потому что, как я сказал, уже партия, в принципе, делится на как в какой-то степени на два лагеря. Один лагерь более центричный, другой лагерь более в правую сторону. Он, в принципе, более в правую сторону, поэтому не знаю, что из него, что у него получится и что из него выйдет. На данный момент консервативная партия является оппозицией. И хотя, если опять же, даже с тем, что товарищ Утул и товарищ Шир, они были не очень как бы, если посмотреть на, если вы видели ролик про канадскую демократию, что я делал, за них проголосовало больше людей, чем за Трудо, который является лидером либеральной партии и премьер-министром Канады. Вот. Но опять же, Трудо легче. Во-первых, у него больше депутатских мест, потому что супердемократическая система выборов. Хотя за него, его как бы меньше людей любят, но он имеет больше власти в парламенте. Так что вот. И консервативная партия сидит в оппозиции, причем сидит сама. Максимальная поддержка у нее со стороны Национальной партии Канады, которая всего взяла там, я не помню даже, или они вообще набрали в последних выборах мандата, но если набрали, то только один или может быть... Не, по-моему, один только, если вообще набрали. Это, в принципе, не является такой сильной важностью, потому что, ну, мы говорили про Национальную партию Канады, там ничего хорошего, кроме их платформы, ожидать не стоит из-за их связи с очень экстремистскими элементами и так далее. Их никто всерьез все равно никогда не примет до конца, кроме этих экстремистов. Вот, ну, как бы, опять же, я уже сказал, что я, да, более отношусь к центральным консервативным представителям и, в принципе, голосую обычно за них и голосую за местных тоже консервативную партию, хотя она, ну, вообще полностью отцентрированная, и называть их, они даже сами сказали, в принципе, у нас тут в Новоскошии, что политика ихняя не совсем совпадает с политикой федеральной партии, хотя называются одинаково, и
как бы, по идее, должны представлять одинаковые интересы и одинаковые платформы. Но, как я говорил насчет политики в Канаде, провинциальная это одно, федеральная это другое. Значит, в принципе, вот что можно сказать о консервативной партии. Они очень строго себя ведут в оппозиции, очень серьезно. Вообще канадский парламент, конечно, смех полный, потому что если посмотреть дебаты внутри, обычно представители консервативной партии, как оппозиция, спрашивают вопросы. Те, кто отвечает со стороны либералов, или это премьер-министр, иногда заместитель премьер-министра, иногда министр финансов, они вообще на эти вопросы не отвечают. Как бы вообще создается ощущение, что непонятно, что парламент вообще делает. Потому что есть специальные времена в парламенте, что именно определены под вопросы-ответы. И вот вы слышите вопросы, но вы не слышите ни одного ответа. И они говорят, и это не только в парламенте, когда я расскажу про допросы Труда, например, про скандал с компанией Ви, вы увидите, там он его просто впрямую спрашивал вопросы да или нет, или какую сумму и так далее, и премьер-министр просто переводил стрелки вообще на разговор про свою маму, и какая она хорошая. Там просто полный атас. Короче, если вы посмотрите, действительно, как-нибудь получится у вас посмотреть дебаты, я как бы смотрю и не знаю, это и смех, и грех, потому что понимаю, что каждый из них получает там 160-200 тысяч долларов в год, а в плане работы как бы, ну как бы непонятно, чем вообще они занимаются. Вот. Ну, по большому счету, это все про консервативов. Опять же, тут ничего серьезно нового нету. Да, было сдвижение, вот это, как я сказал, еще раз напомню, в сторону центра. Это очень важное движение, и это повлияло на либеральную партию тоже. И вот в следующем ролике про либеральную партию я расскажу. Стараюсь делать не сильно длинные ролики, потому что, во-первых, у меня тоже не всегда есть время на длительный ролик. И я уверен, что как бы многие люди заняты, просто им смотреть 40-минутный ролик намного тяжелее, чем смотреть 10-минутные или 15-минутные ролики, потому что, ну, как бы посмотрел, согласился, не согласился, пришел к своему мнению и так далее. Вот. Ну вот, сейчас подниму этот ролик в YouTube и, наверное, сделаю ролик про либеральную партию, который будет чуть-чуть длиннее, потому что я затрону там определенных представителей либеральной партии, расскажу чуть о них более подробно и так далее. Там уже будет более длительный ролик. И опять же, они представляют сегодня, на сегодняшний день собой правительство Канады, поэтому стоит задержаться на них. Ну, начну поднимать ролик вверх.